Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск настоящих новостей страйкбола. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. За прошлую неделю накопилось немало эксклюзивной информации, и в этом выпуске будут не только новости, но и даже мини-обзоры из первых уст. Последние несколько месяцев я только и делаю, что рассказываю про страйкбольную пиротехнику, потому что все громкие новинки почему-то про пиротехнику. Еду я, значит, на Страйкон, и как вы думаете, какие в основном новинки я там встречаю? Правильно, опять про пиротехнику. Правда, у меня в этот раз появилась уникальная возможность переложить рассказ на самих производителей. Сами наделали, пусть сами и рассказывают. И начнем со стенда компании Tagin. Мы сегодня на Страйконе. У нас есть некоторое количество новинок. Обновленный миномет Dominus. Это вот его финальная версия. Он вышел у нас в серию наконец-то. Через 2 года мучений. Это совершенно другое изделие. Сюда в отсек вставляется батарейка. У нас есть вот такие индикаторы. Красный, желтый, зеленый. Красный — это значит, что миномет не готов к выстрелу. Желтый означает, что вот-вот он будет готов. То есть там стоит свеча, грубо говоря, свеча накаливания, которая разогревается до определенной температуры, чтобы прожечь мембрану выстрела, самой мины, и подпалить вышибной заряд. На одной батарейке, на включенной батарейке, она может практически сутки находиться. Выстрелы у нас будут с задержкой, контактные. Пиротехнические выстрелы будут оснащены кольцом. Для того, чтобы инициировать ударный механизм, нужно вынуть кольцо, для того, чтобы при транспортировке, хранении, жонглировании и так далее не происходил никакой инцидент. Естественно, если не вынуть кольцо и не инициировать выстрел, то он не пролезет в ствол, что, в принципе, дает нам гарантию того, что мы не будем стрелять болванками по силам условного противника. Серия Kick Charge. Kick Charge означает вышибной. Здесь у нас размещается вышибной заряд, который позволяет выстрелу на то же расстояние, что и пневматические, примерно там, до 170 метров. Делают эти выстрелы все то же самое, что и пневматические, только не нужно заправлять гильзы или безгильзовые гранатометы газом, СО2, воздухом высокого давления и так далее. Есть 2, 3,5 и плюс 5-секундные выстрелы. Выстрелы двойного действия, ударные с задержкой, дымовые велум, меловые паладин. Из гранатометов новинки, пожалуй, ML36 для серии Kick Charge. Если обратим внимание на боек, он вылетает и бьет по капсуле, которая инициирует пиротехнический вышибной заряд. А поддончики для Kick Charge, они, во-первых, сделаны из алюминия, а во-вторых, у них есть внутри защелки. 2 металлических усика, для того, чтобы можно было вставить заряд и защелкнуть его внутри. Вот такое вот изделие ее. Назвали мы его Кикер, потому что он для серии Kick Charge. Собственно, это 3 изделия. Сам подствольный гранатомет Кикер. Мы его взводим, вставляем спереди выстрел и стреляем. Есть платформа без приклада, она продается отдельно. То есть это одно изделие, это второе изделие. Это для адептов скоростной прикладной стрельбы из гранатометов. И если нужна полная платформа стендалон, добавляется такой вот приклад. Легким движением руки превращается в шорты. Боек, соответственно, точно так же двигается. Сам подствольник будет стоить 18 тысяч рублей в рознице, без вот этой планки и без ручки подствольник, который вешается под ствол. И плюс еще по 8 тысяч каждое вот это вот изделие. Стендалон платформа, это пистолетная вот эта вот версия, и отдельно приклад, они стоят по 8 тысяч. И самая интересная, наверное, история у нас, запланированная на конец этого года и начало следующего, гранатомет Kick Charge M203. Он 39-миллиметровый, у нас есть 40-миллиметровый выстрел под ТАК-35, а это выстрел вот такой вот антуражный. Он работает как Kick Charge с ударным капсулем, соответственно, он вставляется как в обычный М203, закрывается и поражает противника. Понимаю сразу вопрос, зачем мы сделали такой длинный ствол, зачем нам нужен М203А1, такой длинный, громоздкий. Ответ: каждый
получает то, что ему нужно. Можно открутить длинный ствол и вставить более короткий, и тогда будет укороченная версия под М4. Соответственно, это прототип. Сколько будет стоить, пока не знаем. Вот, собственно, наверное, пока и все. Страйкарт в это время, похоже, решили перевыполнить пятилетку за год. Анонсов на самом деле очень много. Всем привет! В 2022 году мы выпускаем достаточно большое количество новинок, как по гранатам, так и по пусковым, так и по гранатометам уникальным, да, которых в принципе нигде нету. Ассортимент гранат у нас повышается в основном за счет более антуражных копий, которые максимально похожи на боевые прототипы. Да, то есть мы делаем максимально антуражные маркировки, без лишних надписей о производителе конкретно, который не связан, да, с оригиналом. Максимально антуражный внешний вид и максимально антуражная работа. То есть если это мы говорим про РГД, то это полный ход скобы, это максимально антуражный внешний вид и функционал, в том числе и по материалам. Там, где можно применить боевой материал, так скажем, да, мы это делаем. На РГД, на М67 и на М83 у нас теперь идет металлическая скоба. Скоба из стали покрашена порошком и нанесены оригинальные маркировки. Как на М83, так и на М67. Самые ожидаемые новинки — это, конечно же, москит, нарезной выстрел. У него пластиковое основание с направляющими для нареза и новая система инициации с пластиковой камерой сгорания и двумя контактами на донце. Что это позволило? Это позволило нам уменьшить максимально время на инициацию вышибника. Она здесь происходит мгновенно, в отличие, например, от старого чекиста картонного. В чекисте, в новом, тоже планируется та же самая система. За тем исключением, что чекист у нас меньше, соответственно, будет стоить дешевле, и он гладкоствольный. На москит у нас идет нарезные стволы. Для москита, так же как и для чекистов, будет полный набор пусковых, начиная от гильз под существующие китайские гранатометы и наши пусковые M-Style, Малыш, Ак-Style. То есть, если у вас есть уже на руках один из наших гранатометов под тюльпан или под чекист, вы всегда можете приобрести пусковую гильзу и поставить ее на свой гранатомет и стрелять москитами. Также обновили и наш выстрел гранатометная игла. Обновилась система инициации. Теперь для ее инициации требуется всего 1,5 вольта. То есть любой аккумулятор, который у вас есть в гранатомете, он все равно будет с ней работать. Нет задержки перед выстрелом, и система стала надежнее и стабильнее. Плюс, самое главное, точно такой же корпус, как, например, на моските или чекисте, но если на моските он мягкий, но все равно достаточно твердый, чтобы стабилизировать выстрел именно в нарезах, то игла за счет того, что она летит дальше, да, безопасность у нее гораздо выше критерий, поэтому она еще мягче. При попадании в цель энергия гасится почти моментально. При этом новая игла из АТ-4 летит до 230 метров. При этом повысилась и стабильность выстрела, и его повторяемость. По гранатометам, наверное, которые все ждут. Начнем с Америки. М72. Также сделали максимально аутентичный внешний вид. Труба здесь из алюминия, навесной кожух из пластика. То есть, как и оригинал, может складываться. Прицельно сейчас складывать не буду, просто их долго очень целить. В целом он работает и так. Работает он на москитах, у него вставлен нарезной ствол. До 150 метров по прицельным очень хорошо бьет. Раскладывается легко, как и оригинал. Скидывается запорная крышка и до упора складывается внутренняя труба. Но, повторюсь, поскольку это не очень на самом деле удобно, да, поскольку боевой оригинал рассчитан разложить его один раз и выкинуть, то стрельбу в страйкбольном варианте можно вести как в сложенном, так и в разложенном варианте. Как и на боевом гранатомете, для стрельбы нужно зажать предохранитель и нажать пуск. Первый в мире помповый гранатомет ГМ-94. Чем он стреляет? Стреляет он обновленными чекистами, но для стрельбы необходим специальный стаканчик поддон. То есть просто чекист сюда вставляется. Для чего нужен поддон? В ГМе магазин трубчатого типа. Сюда заряжается
3 чекиста плюс 4 в стволе. Соответственно, поддон позволяет ходить по направляющим. То есть в момент взвода цевья чекисты подаются из магазина и смещаются вниз. И каждый следующий выстрел выталкивает предыдущий. Как и оригинал. ГМ-94 сделан полностью из стали. Стальные защелки, стальная фурнитура, полностью стальной корпус, стальной ствол и стальной магазин. Пластиковая накладка цевья, пластиковая заглушка магазина, пластиковые накладки ручки и резиновый тыльник будет литься серийно. Сейчас в прототипе он на 3D. Как и у оригинала, приклад складывается. Просто сложили. Ну, как и любое русское оружие, чтобы оно работало, по нему надо ударить. Стоить он будет 25 тысяч, появится ближе к лету. Продолжим российскую тему и тему уникальных гранатометов. Это первый в мире автоматический гранатомет АГС-17. Сделан в данном случае он на тюльпанах, да, на всеми любимыми, знакомыми, понятными. Они заряжены в специальную ленту. В ленте в данном случае 13 звеньев и 13 выстрелов. Также будут ленты под новые чекисты и ленты под москиты. То есть, если сейчас он стреляет на 60-70 метров, то в варианте с москитами будет стрелять до 150. Здесь мы видим аккумулятор и систему включения. Включаем и на экране можем смотреть его показатели. Мы регулируем скорость стрельбы. В серийном варианте мы ее ограничим 190 выстрелами в минуту, поскольку на самом деле это вот максимальная скорость, при которой он работает оптимально, стабильно и надежно. И минимально у нас 100. Это самый минимум. Электроника здесь умная. Умная в каком плане? Что лента — это все-таки металлический механизм, да, игрок может его кинуть и в грязь, и в дождь, и происходят клины. Наша задача какая была? Задача разработать такой механизм, который будет эти клины устранять сам. Каким образом? Тем, что если он чувствует какое-то напряжение и усилие, он разгоняет ленту и останавливает ее, как только это усилие пропадает. Тем самым обеспечена максимально стабильная подача. Как и на боевом. Мы просто зажимаем кнопку, и лента пошла. И перезарядка. Короб съемный. Вот он. Заряжаем ленту в короб заранее. Зарядили, подали второй выстрел. Первый выстрел не рабочий, он нужен только для того, чтобы сориентировать ленту по датчике. Запустили и можем продолжать. И делаем так, пока не кончатся снаряды или деньги. И, наконец, завершить блог про пиротехнику я хочу новинками от компании БК или Боекомплект. Кстати, совсем недавно я делал видео на линейку их гранат, можете посмотреть. Итак, помимо гранат, про которые я рассказывал в обзоре, БК показали растяжку и мину с электроинициацией в корпусах РГД-5 и F1, а также версию бюджетной гранаты Скаут с 6-м пироэлементом. Цены на страйкбольные растяжки и страйкбольные мины с электроинициацией называют в районе 120 рублей. Скоро все это дело начнется продаваться в страйкбольных магазинах и магазинах страйкбольной пиротехники. На стенде компании Techinkom была замечена защитно-транспортная модульная система, она же ZTMS. Кто-то скажет, что это просто очередной броник с воротником в цифре, а кто-то расстроится, что опять придется что-то докупать на ультрасовременку, потому как эту систему, скорее всего, в скором времени могут принять на снабжение вооруженных сил Российской Федерации. И игрокам, моделирующим все это, придется снова обновлять свой кит. Продолжая российскую тему, на Страйконе замечен официальный представитель компании 9х39 магазин «Старшина». В этом магазине в наличии есть продукция компании 9х39 10-го поколения. 9х39 в наличии — это значит, что можно купить страйкбольные АС-ВАЛ и ВСС 10-го поколения от 9х39 без ожидания, просто взять и купить. Компания Арсарма на выставке показала свой первый оружейный ремень. Называется А22 Elastic. Серьезно, столько лет на рынке, а оружейный ремень они сделали только сейчас. А основной фишкой ремня является подушка из спандуры, которая гасит ударные нагрузки при движении и сбросе оружия. Ну, например, при переходе на вторичку.
Следуя трендам, ремень может использоваться как одноточечный, так и как двухточечный, причем переход происходит очень быстро. Разумеется, есть регулировка по длине. Ну и за счет материалов весит ремень немного. Ценник 2500 рублей в православном мультикаме и 2050 рублей в остальных расцветках. Еще на Страйконе оргкомитет Стратег совместно с орггруппой «Наша» анонсировали большую суточную игру, которая называется «Высота» и которая пройдет с 6 по 8 мая на Урале. Да, Стратег на Урале делает игру. Главной фишкой игры является живописный полигон с гористой местностью под Челябинском. Обещает игровую авиацию в виде парапланов и технику. Для управления игрой будет использоваться приложение «Генералы Стратега». Еще примечательно, что эта игра будет проходить по сеттингу, который придумал я, хотя мы не являемся организаторами. Это тот самый сеттинг наших проектов «Арбалет» и «Огонь Баристана» со сторонами Рубия и Ису. Более того, мы взяли на себя организацию одного из штабов. Ссылку на проект я оставил в описании. Регистрация на игру уже началась. Насколько я понимаю, количество мест ограничено. GNG наконец выкатили релиз своей версии АК-12, которая называется GK-12. О том, что GNG делают свой АК-12 АЕК, мы говорили еще в феврале прошлого года. И вот год спустя он наконец готов. Ствольная коробка выполнена из стали, а вот ствол и пламегаситель из алюминиевого сплава. С точки зрения баланса и веса это очень хорошо, и многие именно из-за этого любят калаши от GNG. В гирбоксе есть электроника, позволяющая реализовать режим стрельбы с отсечкой по 3 и 5 шаров. Да, я знаю, что в оригинале есть режим с отсечкой по 2 патрона, но тут 3 или 5 шаров. Видимо, посчитали, что для страйкбола так практичнее. Еще тут реализована имитация пустого магазина, то есть когда шары в магазине кончаются, привод перестает стрелять. Емкость штатного механического магазина 120 шаров. Ну и, разумеется, быстрая замена пружины, предвзвод и защита аккумулятора тоже имеются. Ценник называют в районе $550 за привод и $30 за магазин, что немало. Ожидать эти привода в России стоит в магазине Airsoft Store, потому что они являются официальным представителем GNG. Кстати, о Airsoft Store. Совсем недавно к ним приехала большая поставка продукции Vortec. И это на самом деле удивительно, потому как, насколько я знаю, перед сезоном Vortec у многих закончился. И в наличии есть далеко не все. А тут огромная поставка полной линейки. Все в наличии и прямо перед сезоном. Отличная возможность закупиться. Ссылку я оставил в описании. Компания Lambda Defense ведет работу над китом для переделки пулеметов М60 в модификацию Е6. Кит состоит из цевья и крышки ствольной коробки. Пока все детали в тестовом варианте напечатаны на 3D принтере. Следующий шаг — изготовление в металле. Еще производитель засветил приклад версии пара для пулеметов М249. Материал изготовления — алюминий 6061. Каких-то других подробностей у меня пока нет. Прямо перед сезоном магазин Airsoft Rus пополнил заказы продукции East Crane. Помимо уже привычных Glock 17 3 и 5 поколения, появились модели 18C, 34 и Glock 19 5 генерации. Еще есть модели 17, 34 и 19 глоков в стиле TTI. Это как у Джордани Йовановича, то есть Джона Вика. Еще появилась Hi-Capa 5.1 в исполнении East Crane, такая бюджетная база для спортивных сборок. И, что интересно, она как-то подозрительно сильно внешне копирует капу от Maruy, только затвор металлический, а не пластиковый. Запчасти, скорее всего, тоже полностью взаимозаменяемые. Все это, разумеется, ищите на сайте магазина Airsoft Rus, ссылка есть в описании. Компания с интересным названием TTI Airsoft, где-то я это уже слышал, начали продажи своего карабин-кита для пистолетов AAP-01. Кит состоит из двух деталей и сделан из алюминия методом ЧПУ обработки. Круто для пистолета из нейлона. На цевье стоит TDC мод для регулировки хопа. Стоимость кита составляет $190. Круто для пистолета за 10 тысяч рублей. Если вы считаете, что это немного, то знакомьтесь, это оригинальный GPC от Cry Precision, он стоит 26 тысяч рублей. Это оригинальный шлем Fast SX от Upscore, он стоит 130 тысяч рублей. А это оригинальный костюм мультиспектрального скрытия Nemesis от Raven Aerostar, способный скрыть вас от тепловизора. Он стоит 600 тысяч рублей за комплект. А это проект Leaf, в котором вы можете все это приобрести здесь и сейчас. Все в наличии, для покупки вам нужны только деньги. Испанская компания Saiga Defense выпустила в продажу 3 новых привода М-серии линейки Bushido Premium. Да, оказывается, существует испанский производитель AEK приводов. И как говорит сам производитель, эти привода в базе идут с качественной внутрянкой, мотором на 45 тысяч оборотов и даже электроникой Gate Aster.
Модели в линейке отличаются друг от друга прикладами, ДТК и цветом. Забавно, что на прикладах типа МФТ сплетен паракорд. Ценник совсем не маленький, в районе 600 евро. И на этой оптимистичной ноте я, пожалуй, закончу. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, не забывать подписываться на канал. С вами был Евгеньевич. До скорого!